Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Расклад Таро. Что произойдет в период коридора затмений 17 февраля и останется с вами в марте? Что ждет в ближайшие дни, давайте с вами узнаем, ведь этот период совсем близко, уже буквально вот-вот со дня на день. И чего вы пока не видите, что скрыто, а между тем, что ожидается в будущем, что вам по судьбе. И рассмотрим позиции карт выпавших именно как позитивную психологию, как совет от карт с позитивным мышлением. Жизнь не бывает полностью предсказуема, помним это. И в начале карты цыганского старинного пасьянса нам расскажут, скорее всего, именно о событиях. Они даже нам продемонстрируют, с чем будут связаны эти события 17 февраля. По 3 марта будет длиться само по себе коридор затмения, сам, да? И у нас еще в конце февраля парад планет. Ну, чтобы прочитать поподробнее, перейдите на мой сайт, все ссылки я оставлю в описании под видео. А также у нас начинается год огненной лошади, мои дорогие. И лошадь нам придает силы, энергии, но желание азарта, желание рисковать. Вот правда, перейдите, прочитайте мои статьи, чтобы не останавливаться долго. Я думаю, по вашей конфигурации, по вашим задачам, что вы там перед собой ставите, какие темы, желания, подсказок будет больше. А мы идем вперед. Итак, что ждет в ближайшие дни? Уверенность ждет, якорь, надежность. Это как надежный тыл, мои дорогие, надежные люди. Но вы для себя тоже какую-то, вы, видимо, будете выстраивать позицию именно вот этого самого тыла. Это на кого мы можем опереться. Может быть, у кого-то вопросы напрямую связаны с местом вашего проживания, пребывания. Иногда такое именно по значению якоря, место нашего нахождения. Да, тут вот вопросы недвижимости у кого-то тоже могут выйти на первый план. Ну, пойдем дальше, опять же. Ну, такое начало, которое сразу говорит о многом, да. И смотрите, лебедь, верность, любовь, чувства. Но это построено не на интересе, да. Как известно, интерес сегодня есть, а завтра его нет. Вот иди поищи, куда он делся. А это именно надежные люди. Более того, кольцо, прочный союз с кем-то. Для кого-то из вас получение важных документов. Письмо. Я, конечно, в нашу цифровую эпоху допускаю, что не обязательно это будет бумага, но здесь нам конверт. Поэтому какая-то корреспонденция или важная встреча, может быть, которая символизирует подписание какого-то документа. И от этого документа будет зависеть продолжение чего-то, да, или ваши где-то планы. От этого документа или какой-то бумаги будет зависеть, как вы дальше вот построите траекторию своего движения. Вот здесь вы можете действительно, как заключить вот этот союз. Ну, может быть, так у кого-то это будет касаться отношений, когда долгое время была дружба, а теперь вы заключите брак. Или будете говорить, готовиться к этому. Но все же это более официальные какие-то бумаги обычно проходят. Ладно, идем дальше. Семейное счастье. Тут, правда, дом, тылы, контакты вот с надежными людьми. Может быть, это какое-то предложение вы узнаете. А ведь и правда, смотрите, мои дорогие. Семейное счастье. Раньше подкова вообще обозначала удачу. Вот у вас удачный период. Более того, тут могут быть сведения, молния, неожиданная информация. Поэтому помимо бумаг, документов, сама информация неожиданная тоже присутствует. И может быть это как то, что вы услышали, может быть в средствах даже массовой информации. Но явно тут есть какая-то конфигурация, которая для вас складывает в очень красивый узор, как и ваша уверенность, надежность. Надежность может быть как ближайшее окружение, социальные связи, какие-то контакты на последующий период. Более того, еще и это идет через документов, да, через документы. Вот для вас действительно и любовь, и верность, надежные люди, но и семейное счастье. А также все вместе складывается в красивый узор и часы, добрые перемены. Смотрю, что мы можем еще сложить в нашем пасьянсе. И пусть перемены будут только добрыми, мои дорогие любимые весы.
Мы можем соединять по вертикали, по горизонтали карты, которые расположены в крайних рядах. Сомневаться будете. Вот смотрите, у вас совпало. Сомневаться будете или вам как-то нужно правильно взаимодействовать с человеком. Весы, вот именно сомнения в этом пасьянсе. И молния. То есть получили известие, и что-то вы тут будете обдумывать, каким образом вам поступить. Согласиться, называется, нельзя, отказаться. Вот что-то такое у вас может проиграться. Не вижу больше совпадений. Ага, нет, вижу. Нож. У вас может быть известие от конкретного человека или по какой-то ситуации, мы говорим, да, если складываем молнию, потом у нас как раз и тут и перемены совпадают, да, то есть мы получили известие, есть у нас сомнения, и у вас будет вот нож, это могла быть ссора прежде с кем-то, это было недопонимание. Вот я тут вижу, вы можете свести к нулю, нивелировать, с кем-то договориться, но у вас у самих, вот может быть эти сомнения и будут возникать именно из-за того, что вы кому-то не верите или с кем-то прежде у вас была конфронтация. А все равно, тем не менее, нам говорят, как будто договариваться придется, и вы, главное, от этого получаете намного больше бонусов, нежели от какой-то разобщенности. Итак, идем дальше. Что же скрыто от вас, чего вы пока не видите, мои дорогие весы? Достанем такую карту. Чего вы пока не видите, а это случится. И что же тайное станет явным в конечном итоге, что прояснится в феврале и будет продолжено вами дальше в марте. И к чему приготовиться, к чему все идет, как события февраля повлияют на вашу жизнь в марте. И достанем 3 карты по основным сферам жизни. Что ждет вас в личной жизни? И потом мы достанем 3 позиции для тех, кто в паре, для тех, кто один или одна. Состоится ли новое знакомство, возможно ли оно? И для тех, кто в сложных отношениях. Что ждет в работе? И последняя карта финансы. Что ждет в финансах вас, мои дорогие? Вот какие нам советы Таро дадут? Давайте узнавать. И первое, так что ж там скрыто? Скрыта ваша сила, скрыт интерес к вашей персоне. Мои дорогие девочки, это вам могут оказывать знаки внимания, это с вами могут пытаться построить какие-то связи, контакты, это вы можете быть для кого-то привлекательны, словно магнит, кстати, иногда именно карта женской силы больше мы трактуем, и иногда проходит все-таки по этой карте, когда к вам конкретно человек имеет страстный интерес, страстную любовь. Но для мужчин это может быть важная женщина в вашей жизни. И правда договариваться приходится, потому что у вас бесспорно сильная позиция. У вас все то, что происходит в феврале, будьте внимательны, потому что это выстраивает траекторию на март, а я бы сказала, во многом определяет до конца 2026 года, в принципе, ваши занятия, сферу деятельности. Здесь, конечно, это карта критического мышления, поэтому явно вы можете в себе сомневаться, может быть, предыдущий период вы были тоже в каких-то сомнениях. Тут явно мы не наступаем на горло собственной песни, а вот эту дипломатию, это для вас, знаете, как кармическая задача на весь 2026 год. Вот вы ведь великие дипломаты, и в данном случае эту дипломатию нужно себе на пользу. Не тогда, когда всем вокруг хорошо и царит гармония, а когда хорошо и гармония в вашей душе. И именно до конца февраля у вас есть такая возможность. Не пропустите, мои дорогие. Мои дорогие мужчины, вам придется тоже где-то проявить дипломатию, сноровку, потому что придется договариваться. Сепарация тут явно не предполагается. По аркану сила– это ведь энергия, как у мага. Да, мы говорим иногда серый кардинал. Может быть, это и у вас какая-то сложная ситуация, будет многоходовочка. Но у вас сильные позиции, словно высшие силы вам помогают. Поэтому тут никак нельзя что-то прошляпить, я бы сказала так. С чем это связано? Давайте на всякий случай поясняющую карту. Ну, все то, что я сказала. Кстати, лебедь– это карта любви, верности, преданности, какого-то союза. Конечно, тут по-разному у каждого, но, видимо, что скрыто. Вопросы взаимоотношений– это точно. Взаимоотношений как социум, имеется в виду, это коллеги, соседи,
это может быть руководители, какое-то высшее руководство, но опять же дипломатия творит чудеса. Точно так же это вопросы пары, мои дорогие, вопросы личной жизни. Ладно, так а что же станет явным, что прояснится? Какая-то игра прояснится, какая-то многоходовочка, правда, может проясниться. Почему? Тут может карта свидетельствовать о том, что проясняется еще и финансовая ситуация. И почему же проясняется? Потому что долгое время вы, ну, как приняли на себя позицию такую, что вот самое главное, я буду удерживать какой-то баланс. Может быть, вы и кто-то из вас как минимум поймет, зачем это было действительно нужно. Может быть, это вы не рвали даже с кем-то взаимоотношения, а вот именно, ну, в таком вибрирующем балансе их сохраняли. Тогда вы тоже поймете, зачем вам это было нужно. Тут как двойной баланс. Мало что человек жонглирует, так и еще и он сам на качелях стоит, представляете? Вот высший пилотаж дипломатии, вот все или всем тем, что, чем вас наделила природа, мои дорогие весы, самое время раскрыть как свои таланты. И при этом будьте легки на подъем. Нам как будто нужно собраться и отправиться куда-то, поехать. Карта говорит, пробы пока не надоест, поэтому тут какая-то очередная проба. Пера, может быть, да, у кого-то в творчестве как заработок идет, или, может быть, и вторичный доход у кого-то тут тоже проявляется, но точно так же проясняется и проявляется, можно сказать, человек. Ну, может быть, это вы сами будете с кем-то пытаться выстраивать еще раз взаимоотношения. Вот этого я тоже не исключаю. Но по ходу пьесы, видимо, вы будете узнавать разные новости, и вам нужно их принять, ну, как какую-то правду, не замылить себе глаза. Потому что по сочетанию этих двух карт мы можем впасть в ностальгию. И даже эту правду, она как будто и открылась, прояснилась, мы уже четко понимаем. Но мы не хотим тут что-то менять. Мы готовы просто что-то продолжать, вот как есть, пусть так и будет. А между тем, все же прекрасное сочетание будет говорить, что и есть что-то очень важное для тебя лично, весы. И ты это не можешь упустить. Что станет явным? Ваша задача сейчас определиться, как и может быть по отношениям и по финансам. Причем траектория лет на 10-20, как по Плутону в Водолее. Очень символично, мои дорогие весы, потому что особенно, может быть, как знаете, начало-начало, как новый жизненный этап, конец февраля и март. Но в конце апреля планета Уран, планета трансформации, перемен, революционных, таких инновационных, она переходит в Близнецы. И к этому времени у нас еще и уже давно Плутон в знаке Водолея. У нас, оказывается, и вы весы. Это знак зодиака стихии воздуха, поэтому в знаках воздуха две могущественные планеты перемен, трансформаций, инноваций, раскрытия собственных талантов и вообще движения вперед. Не будет как прежде. Поэтому вам пространство помогает как будто взять правильный ракурс на долгий период времени. К чему все идет? Ну, вот как я сказала, кто-то замечтается, ведь иногда это карта иллюзий. По сути, это карта выбора. И не должно быть какой-то прокрастинации. Вот ее явно нужно заканчивать. Точно для кого-то из вас. Вы засобираетесь либо в поездку, кстати, карта заслуженного успеха. Тут, правда, высшие силы на вашей стороне. 6 – это всегда победа. У вас две шестерки, и поэтому. Для кого-то изучение будет проходить, изучение иностранных языков, чтобы быть правильно понятым, но и самому правильно понимать людей, правильно договариваться, да, или проявлять по максимуму свою дипломатию. Для кого-то освоение новых ресурсов, когда вы понимаете, ну, может быть, кольчужка маловато, как-то я не вписываюсь в те финансы на основной работе. Я должна сказать, это планетарно. Мои дорогие весы, это не про карты. Именно февраль. Мы не рвем отношения, и мы не уходим с работы, хлопнув дверью. Нет. Делаем выводы, наблюдаем, что-то продолжаем. И, может быть, вот эта подсказка для кого-то из вас как знак судьбы будет. И да, потому что наступит то время, когда вы пойдете дальше. Но вот сейчас какой-то, может быть, у вас период подготовки. И уже совсем на кону, в ближайшее будущее. Может быть, это где-то март, когда будет развиваться более активная та или иная история. Или когда вы, вооружившись знаниями, может быть, как вторичный доход, вторичный заработок. Иногда мы именно изучаем. В конечном итоге к чему все идет?
Кто-то из вас не останется надолго в том месте, где вы сейчас находитесь, а задумается о поездке, о переезде. Для кого-то из вас это будет новая работа. Все-таки именно по шестерке мечей карта заслуженного успеха, и вот этот успех, победа, она ожидается. Да, но это мечи, это интеллект, мои дорогие. Это и инновации тоже. Поэтому вот эти все компоненты планетарные, они на вас влияют, ведут вас, как будто по заданной траектории, которая может быть прописана в небесных скрижалях в вашей книге судьбы. Тут что-то вам по судьбе. Что в личной жизни? Тут тоже какая-то перерокировка, карта старшего аркана, возрождение, избавление от боли, избавление от страданий. Опять же, карта, как и шестерка мечей, нам говорит, не оглядывайся назад. Но давайте мы поподробнее рассмотрим для тех, кто в паре, для тех, кто в отношениях. А вы знаете, у кого-то тут вплоть до семейного бизнеса. Работа в команде вообще основное значение. И любая тройка– это карта будущего. Поэтому, может быть, вы будете какую-то инновацию вносить как в ваш союз, так это может быть связано у кого-то с детьми, у кого-то работа на дому, это правда, вот именно так и будет проигрываться, когда много будет работы, и вам где-то будут домочадцы помогать, вас понимать, где-то и поддерживать, что да, вам не нужно мешать, вот буквально. Кто-то из вас будет дома обустраивать рабочее место, я такое не исключаю, потому что обучение проходит и экзамен. У кого-то это будет карта тоже где-то символизирует, что как экзамен в ваших взаимоотношениях. Туз кубков. Да что хотите. Главное, знаете, смотреть вперед и дипломатию употребить на пользу себе. И поэтому сложные отношения, больше взаимопонимания. Тут какой-то новый интерес, может быть, в вашей паре. Или, может быть, новое вдохновение. Может быть, это как творческий союз. Вполне вероятно, по этим картам мы когда даже знаем друг друга, и, может быть, это устоявшиеся отношения. Но здесь, знаете, как вспыхивают с новой силой. Или как переходит в какую-то дружбу, которая соединяет в себе и чувства, и вдохновение, и мечту. И поэтому вы вдвоем как будто проходите вот этот жизненный экзамен. Трансформируйте ваши отношения, причем в добрых энергиях. Радость, счастье, любовь, туз кубков. Для тех, кто один или одна. Возможно ли новое знакомство? Точно можно. По аркану Иерофант. Причем это может быть знакомство, когда вы поехали оформлять какой-то документ или узнавать на собеседование, например. Или вы поехали не на собеседование, а на важную встречу. Когда вы оказываетесь по Иерофанту, это как по судьбе, оно так и есть. В какой-то общности или в нужном месте в нужное время. Но для кого-то из вас это может быть, знаете, когда подведение каких-то итогов по прежним отношениям. Вот если вы даже сейчас фактически один или одна, но у вас какие-то незакрытые гештальты, то карта однозначно говорит, тебя буквально человек какой-то новый уже, он как, опять же, в книге истории твоей судьбы. Он существует, но пока ты старые гештальты не закроешь, это не произойдет. Давайте я еще одну карту. Возможно ли новое знакомство? Да, опять же нам карта подтверждает. И это будет связано у кого-то как приход человека через дружбу, мои дорогие. Через дружбу, через какой-то такой более надежный контакт. Возможно, знакомство, когда вы пойдете к кому-то в гости или участвуете в празднике, в каком-то мероприятии, выходите больше на люди, не сидите в одиночестве. Это точно, мои дорогие весы. Тут вам как будто, вот посмотрите, для вас, мои дорогие весы, в целом, обратите внимание, будь то вы в паре, будь то это вы один или одна, ну, как вот сами боги помогают. Иначе 20-й старший аркан, суд, да, страшный суд, мы говорим. Суд вовсе не страшно, это когда какая-то замшелая история подходит к концу. Теперь уже как свежее дыхание. Иерофант– это именно нам по судьбе, так еще и праздник после победы. Для тех, кто в сложных отношениях, что ждет? Карта семьи. Может быть, это у кого-то примирение, безусловно, я больше даже карт не буду доставать. Но для кого-то это просто решение вопросов, может быть, а, союз распался, опять же, да, и есть новый уже даже, может быть, союз, а прежний, он как-то ни шатка, ни валка, где-то нам десятка будет говорить, если остались вопросы нерешенные по деньгам, по, может быть,
По детям, вот, да, нерешенные, или по имуществу. Здесь тоже есть возможность договориться. Опять же, через дипломатию. И, может быть, прояснить какую-то ситуацию, куда же идете вы. Вы многое решаете. У вас сильная позиция, мои дорогие весы, но это требует какой-то правильной организации жизни и правильных приоритетов. Это точно. Что ждет в работе весы? Вы знаете, у кого-то из-за того, что вы либо что-то не понимали, либо вам не хватало знаний, либо вы выражали свою мысль недостаточно четко, из-за этого буквально потеряли в деньгах. Может быть, вы не смогли с кем-то договориться и тоже потеряли в деньгах. Всегда пятерка пентаклей заноза, да, и мы хотим ее быстрее преодолеть. Вот давайте мы узнаем. Так что же ждет в работе? Тут есть какая-то возможность. От вас только зависит, да, вот как этот человек смотрит на пустые кубки, полповорота головы, а тут уже новая возможность. К вам идет новая возможность именно по работе, но только от вас зависит, захотите вы этим воспользоваться или нет. Здесь по работе вас что-то будет радовать. И вы знаете, вот все карты. На работу тут нельзя успокоиться. Тут будут приятные моменты, будут явно предложения или какие-то варианты, как дополнительный доход. Но это от вас потребует собранности. Продолжать какую-то вашу стратегию, а не сказать себе, в этом будет, кстати, это как загвоздка, когда вы можете, у вас тут что-то, как вам предлагают, а вы можете сказать, я подумаю завтра, или ай, я устал, может быть и так. Вот иногда это карта усталости, апатии, четверка кубков. И ничего я не хочу делать. И это было бы ошибкой, мои дорогие весы. Явно тут что-то стоит важное на кону, что вам нужно продолжать. Вдохновиться моментом, буквально говорит эта карта. И иметь желание и настойчивость продолжить. Какой-то может окончательно закончиться лабиринт. Для тех, кто ищет работу, вы можете найти работу, но будьте готовы, что это не совсем то, что вы, возможно, искали, или не той сфере деятельности. Может быть, отчасти это и есть работа по вашему диплому, по вашей профессии, но она включает в себя, ну, как другие обязанности или ваше, опять же, изучение чего-то. Новые навыки, какие-то скиллы от вас это будет требовать, но для вас это будет как прорыв и выход из лабиринта. Это будет для вас новый статус. Вам просто необходимо что-то изучать, правда? У кого-то языки, у кого-то язык программирования, у кого-то просто осваивать новые ресурсы. Может быть и так. Здесь важные персоны могут прийти в вашу жизнь. Здесь может ваш статус, качество жизни измениться. И более того, кто-то может получить и известность, и популярность, и, знаете, вот такое ведущее значение. Поэтому явно тут присутствует карьера. И нельзя расслабиться. Хотя может начинаться, кстати. Или вот пока вы смотрите видео, вот с учетом этих карт, что-то идет ни шатка, ни валка, да? Хочется изменить, еще пока непонятно в конечном итоге, во что это выльется. Но, значит, у вас какой-то добрый период все равно есть. Может быть, это до конца февраля или в марте, когда вот вы можете сделать прорыв. Прорыв в хорошем смысле, да, как и по новому качеству жизни, так и изменению собственного статуса. Это на работу. И тогда примите к сведению, что вам придется с кем-то договариваться. Возможно, с несговорчивыми императорами, и тогда ваша дипломатия творит чудеса. Деньги. Ну, как будто деньги, февраль-март, они у вас есть. Но это не та сумма, когда мы тратим. Карты будут говорить, что у тебя весы, будут деньги, это точно. Но тебе придется их сохранять. Тебе как будто они необходимы для твоего последующего маршрута. По четверке пентаклей мы буквально вот так наблюдаем, ну и сохраняем тоже. Ладно, давайте спросим, так что же ждет в финансах до конца февраля и с заходом на март? Деньги. Но это, знаете, когда мы себе можем позволить инвестиции в себя, вот это будет хорошо, прохождение курсов. Или когда вы для себя что-то вот именно приобретаете, я не имею в виду какие-то пустяки, но это то, что для вас имеет именно прогресс какой-то. Вам это нужно для дела, может быть, для работы, или для переезда, или каких-то планов. Но для кого-то из вас копейка рубль бережет, хочется сказать, да, или
Цент, евро, доллар бережет у кого что. Почему? Потому что вот именно сейчас как будто деньги есть, но от того, как ты их, может быть, не потратишь на не пойми на что, будет зависеть буквально качественно иной прорыв, вот буквально по финансам. Когда наступит время, может быть, поотдаль, да, может быть, это конец марта, может быть, это даже за кодом на апрель, когда ваша ситуация выравнивается, но она не сама по себе выравнивается, да, ее нужно выровнять вам самим, мои дорогие. Поэтому начинаем с искусства мелких шагов, а дальше как будто идет все веселее. Девятка пентаклей, по сути дела, это и есть финансовая прибыль карта и хороших доходов. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы. А я вас благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за вашу помощь, поддержку моему каналу и за ваши вдохновленные, добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации и также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Буду вам искренне рада. Все ссылки оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.